Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Приглашаю вас сегодня связать вместе со мной вот такие очаровательные мокасины, которые вяжутся просто очень просто, легко, а выглядят очень красиво за счет такого вот украшения на них. Я думаю, что вам понравится этот мастер-класс. Я записала для вас бесплатно. И вообще все материалы на канале для вас абсолютно бесплатны. От вас я прошу поставить лайк, подписаться на канал. Если у вас будет возможность поделиться с этим видео, поделитесь. Это поможет развитию моего канала. И напишите в комментариях пару слов. Я буду вам очень благодарна. Ну, а мы начинаем. Сейчас мы будем вязать мокасины, и начинаем, конечно, мы с подошвы. Я взяла вот такую подошву. Это 36 размер, я не знаю название этой подошвы, брала в интернете, на сайте, пробила отверстие на расстоянии полсантиметра друг от друга, и в каждое отверстие провязала по 2 столбика без накида. Крючок 2,5 мм, пряжа Alize Diva, на 100 грамм 340 метров, стопроцентный катон. И буду использовать еще вот такую для обвязки, для украшения. Это Катя Кэтсби Non-Stop Creative. Здесь у нас на 50 грамм 118 метров. Очень она хорошо подходит по цвету. Вяжем первый ряд, начинаем вот здесь, где у нас начинается закругление пятки, и столбиками без накида по всей окружности провязываем первый установочный ряд. Провязываем последние вот тут столбики и закончим ряд соединительным столбиком. Теперь воздушная петля подъема и начинаем вязать второй ряд. Будем вывязывать пяточку. Вот от этой петли ровно вот так параллельно отмеряем место, где мы закончим этот ряд. Ставим сюда маркер. Провязываем первый ряд до маркера столбиками без накида. Не забудьте, друзья, поделиться этим видео со своими знакомыми в соцсетях. Это поможет развиваться моему каналу. Я буду выставлять больше интересных материалов для вас. Провязываем все столбиками без накида. Доходим до маркера. Провязываем последнюю петлю перед маркером и переставляем эту петлю на маркер с крючка. Нить возвращаем в начало ряда. Вот здесь я почему-то забыла про конец нити. Сейчас я ее ввяжу в этот ряд, чтобы она тут не болталась. Отступаем от первой петли вперед 3 петли. Пропускаем 2, в третью начинаем вязать следующий ряд. Вяжем первые 3 петли столбиками без накида. Дальше будем вязать по рисунку, чередуя длинные и короткие столбики. Теперь один столбик провязываем из петли на ряд, опускаясь ниже. Это будет длинный столбик. Следующий столбик провязываем из петли предыдущего ряда. Все вяжем столбиками без накида, но чередуем. Один на ряд ниже, опускаемся через ряд, вяжем столбик без накида, и один из петли предыдущего ряда, как обычный столбик без накида.
Вот так двигаемся до конца ряда. У нас будут длинные столбики и короткие столбики чередоваться. Вот, длинный, короткий, длинный, короткий. В конце ряда провязываем последний столбик, затем с маркера снимаем петлю на крючок и вместе с этой петлей провязываем дополнительный столбик из петли, которая дальше у нас находится. Провязали дополнительный столбик, затем провязываем еще 2 столбика. Мы впереди 3 отступали петли, и сзади мы тоже провяжем 3 дополнительных столбика. Последнюю петлю переставляем снова на маркер с крючка и нить возвращаем в начало ряда. В начале ряда повторяем действие. Опять же, 3 петли вперед, в 3-ю петлю начинаем вязать ряд. Первые 3 вяжем столбиками без накида, а дальше по рисунку. Но там, где у нас были длинные петли, мы над ними будем вязать короткие, а там, где у нас были короткие, мы будем вязать длинные. Вот хорошо видно, вот между двумя длинными у нас получается длинный столбик, а над длинными короткие столбики. Заканчиваем ряд, провязываем каждую последнюю петелечку, затем снимаем с маркера на крючок эту петлю и вместе уже с ней провязываем дополнительный столбик без накида. Теперь еще 2 столбика без накида и переставляем петлю с крючка на маркер. Возвращаем нить в начало ряда и продолжаем также вязать дальше. Вяжем по рисунку вот так, чередуя длинные и короткие столбики в шахматном порядке. Над длинными короткие, над короткими длинные. Следующие ряды так, отступаем 3 петли здесь, провязываем, вяжем ряд до маркера, доходим до маркера, вместе с петлей на маркере провязываем дополнительный столбик, потом еще 2 столбика и возвращаем нить в начало ряда. Снова отступаем 3 петли, снова идем до маркера по рисунку, снимаем с маркера, провязываем вместе с маркером дополнительный столбик и еще 2 дополнительных столбика. Таким образом проходим 10 рядов. Вот мы провязали уже 10 рядов.
И теперь мы уже не будем возвращаться, а будем вязать дальше. И будем продолжать вязание уже по кругу. Пойдем по переду и вокруг. Будем провязывать 4 ряда по рисунку, также длинными и короткими столбиками. Первый ряд у нас будет просто столбики без накида обычные, а дальше уже переходим и вяжем по рисунку. Всего вяжем 4 ряда. Здесь мы прошли по переду столбики без накида обычные, потом уже переходим вот здесь сбоку на рисунок, вяжем длинными короткими столбиками, и потом на той стороне будем продолжать по переду тоже длинные короткие столбики. У нас уже есть 2 ряда, куда нам опускаться, так что все 4 ряда дальше вяжем просто по рисунку. Когда провязали мы 4 ряда, здесь заканчиваем, смотрим, где у нас 4 ряда. Вот здесь 3, а здесь 4. И значит, вот это будут у нас последние петли. Вот здесь 2 петли, где 3 у нас ряда провязаны. Надо провязать 4 ряд и заканчиваем. Заканчиваем ряд этот 2 соединительными столбиками. Теперь нить обрезаем и оставляем ее, потом мы ее вяжем в отделку или в вязание, когда будем довязывать. И сейчас переходим к вязанию передней части. Так, впереди находим по центру центральную петлю, и потом от этой центральной петли отсчитываем 4 петли вправо и с 5 начинаем вязать. Первый столбик без накида, затем делаем накид, пропускаем 1 петлю и во вторую вяжем 2 полустолбика, то есть столбик как бы без накида, но у нас еще накид дополнительный, полустолбики. Один столбик и сюда в эту же петлю еще 1 полустолбик. Теперь снова 1 петлю пропускаем, и во вторую опять 2 полустолбика. Снова 1 петлю пропускаем, во вторую 2 полустолбика. И еще раз петлю пропускаем, во вторую петлю 2 полустолбика. В конце ряда петлю пропускаем и в следующую петлю столбик без накида. Последнюю петлю переносим на маркер, нить возвращаем в начало ряда. Второй ряд и все последующие ряды будут одинаковые.
От первой петли отступаем одну петлю, во вторую столбик без накида. И затем по 2 полустолбика вот сюда между этими парами. Между каждой парой 2 полустолбика. Пропускаем 2 полустолбика, за ними 2 полустолбика в промежуток. И так между каждой парой до конца. Не забываем придерживать нить, которую мы перетянули в начале ряда, и ввязываем ее в вязание. Здесь очень у нас простой узор будет. Последние 2 полустолбика. Первый полустолбик вяжем как обычно, а второй полустолбик свяжем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Снимаем петлю с маркера и вместе с ней провязываем полустолбик последний. Дальше пропускаем одну петлю и во вторую столбик без накида. Вот это у нас второй ряд. Теперь мы этот ряд повторяем выше. Петлю перенесли на маркер, нить вернули в начало ряда и опять отступаем одну петлю, во вторую столбик без накида, и потом между парами по 2 столбика, по 2 полустолбика до самого конца ряда. Продолжаем так вязать на всю высоту необходимого нам подъема у туфельки. Вот провязали, смотрим, если недостаточно, провязываем еще выше. Если широко будет, то мы тут немножко убираем петли. Вот где у нас в начале, вот тут я сейчас вам покажу, начинаем ряд, для того, чтобы не было очень широкий вот этот подъем, если не высокий подъем. Ряд начинаем как обычно, а потом у нас вот здесь пара, да, и между первой парой справа и слева вяжем не по 2 полустолбика, а по одному. Делаем из этих 2 пар одну пару. Вот вместо 4 полустолбиков мы провязали 2. И дальше, как обычно, между каждой парой по 2 полустолбика. И вот таких рядов мы можем провязать несколько, для того, чтобы не поднимать сильно подъем, не расширять. И потом закончить на необходимую ширину подъема. При желании можно, если подъем высокий, повторяем точно так же, как мы начинали первые ряды. Везде по 2 полустолбика. Если расширять не хотим, то вот здесь тоже в конце ряда, тоже у нас где вот последние пары, мы вяжем вокруг последней пары 1 полустолбик справа и 1 полустолбик вместе с петлей, которая у нас на маркере.
Вот таким образом перед последней парой вот этот полустолбик связали, а следующий полустолбик тоже один с другой стороны пары вместе с петлей, которая на маркере. И заканчиваем ряд как обычно, столбиком без накида через одну петлю. Вот таким образом мы не дадим подъему слишком расширяться. Здесь у нас будет хорошо облегать ножку. Если же подъем выше, то продолжаем также по 2 столбика вокруг каждой пары. Провязали на необходимую высоту и дальше продолжаем вязать по кругу. Переходим на боковую часть и вяжем весь ряд до конца, до передней части. Переднюю часть по рисунку и заканчиваем ряд. Боковую и заднюю часть не забываем, что у нас тут рисунок длинные короткие петли. Провязали весь ряд. Теперь заканчиваем этот ряд 2 соединительными столбиками. Нить теперь можно обрезать. И дальше мы будем переходить к вязанию украшения для туфельки. Для этого набираем 5 воздушных петель. Теперь одну петлю пропускаем от крючка и во вторую вяжем столбик с одним накидом. Теперь воздушная петля. Снова одну петлю пропускаем и вяжем столбик с одним накидом. И теперь в эту же петлю еще один столбик с одним накидом. Вот у нас так получилось 4 столбика с одним накидом и между ними воздушная петля. Теперь 2 воздушные петли, накид и вяжем вот под эту первую цепочку, под первый столбик вяжем 6 столбиков с одним накидом. Воздушная петля
И 6 столбиков с одним накидом под вторую, вот сюда под второй столбик с одним накидом. Теперь соединяемся вот здесь со второй парой столбиков соединительным столбиком. Провязываем 2 воздушные петли. Теперь сюда же столбик с одним накидом. Воздушная петля. Это у нас первая пара столбиков. Вторая пара столбиков с одним накидом вот сюда между этими листочками в серединку. Вот у нас получились 2 пары из столбиков с одним накидом. Теперь 2 воздушные петли. И под первый столбик вот сюда 6 столбиков с одним накидом. Воздушная петля и под второй столбик тоже 6 столбиков с одним накидом. Вот у нас второй лепесточек. Теперь скрепляем их друг с другом. Вот здесь вот соединительным столбиком. Две воздушные петли. И сюда же еще столбик с одним накидом в эту же петлю. Воздушная петля. И теперь 2 столбика с одним накидом вот сюда посерединке. Воздушная петля и 2 столбика с одним накидом вот сюда в третью петлю на лепестке. Теперь у нас есть 2 ряда по одному лепесточку. В следующий ряд мы вяжем 2 лепесточка в крайние вот эти пары. Делаем 2 воздушных петли, вяжем под первый столбик 6 столбиков с одним накидом.
Воздушная петля и под следующий столбик 6 столбиков с одним накидом. Теперь вот эту центральную пару пропускаем, за ней сразу присоединяемся с соединительным столбиком. И под крайние вот эти два столбика вяжем тоже по 6 столбиков с одним накидом. Между ними воздушная петля. Провязали 2 воздушных петли, теперь под этот столбик 6 столбиков с одним накидом. Воздушная петля, и вот под последний столбик вяжем снова 6 столбиков с одним накидом. Вот третий ряд получился у нас из 2 вот таких лепестков. Следующий ряд нужно сделать 3 лепестка. Две воздушные петли, и в эту же угловую петлю ставим столбик с одним накидом. Теперь воздушная петля и следующую пару из 2 столбиков с одним накидом вот сюда между столбиками, в серединку, между лепесточками. Один столбик с одним накидом и сюда же еще один столбик с одним накидом. Воздушная петля, следующую пару вот сюда в конце лепесточка. То есть в середину между двумя вот этими вот фрагментами. Один и второй столбик с одним накидом сюда же. Воздушная петля, следующий в серединку между лепесточками 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля
и 2 столбика с одним накидом в третью петлю лепестка, вот сюда с краю. Вот у нас получилось 5 пар столбиков с одним накидом, и нам надо связать 3 лепестка, таких 3 фрагмента. В крайний берем, второй пропускаем, в третий вяжем, четвертый пропускаем и в пятый вяжем. 2 воздушные петли и под первый столбик 6 столбиков с одним накидом. Воздушная петля и 6 столбиков с одним накидом под второй столбик. Теперь следующую пару пропускаем из столбиков и за ними соединительный столбик. Подвигаемся через пару. Две воздушные петли. И теперь в следующую пару, через одну пару, да, мы начинаем вязать 6 столбиков с одним накидом под первый столбик. Воздушная петля и под следующий столбик в этой паре вяжем 6 столбиков с одним накидом. Теперь воздушная петля, пропускаем следующую пару и присоединяемся соединительным столбиком через пару к последней паре из 2 столбиков. Две воздушные петли и под предпоследний столбик вяжем 6 столбиков с одним накидом. Одна воздушная петля и осталось связать 6 столбиков с одним накидом под самый последний столбик.
И вот теперь у нас получился ряд из 3 вот таких вот лепестков. Был 1, 1, 2 и 3. Теперь следующий ряд свяжем 4 таких лепестка. Вяжется аналогично. 2 воздушные петли, потом сюда же еще один столбик с одним накидом. Потом воздушная петля и продолжаем вот так в середину между лепесточками, опять в середину, снова между лепесточками, в середину и в конце. Вяжем вот столбики парами для 4 потом лепестков. Точно так же провязываем лепесток в пару, следующую пару пропускаем, потом следующую провязываем. И так до конца. Я думаю, вы справитесь. И вот у нас теперь получилось полностью 4 ряда, 2 по 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. И следующий ряд просто вяжем столбиками без накида. Здесь у нас получается в каждую петлю вяжем столбик без накида. Там, где у нас столбик с накидом, то мы из него делаем 2 столбика без накидов. Вот провязали ряд, воздушная петля подъема, и назад с изнанки вяжем еще один ряд столбиками без накида. Вот это у нас половина нашего мотива. Теперь мы вяжем точно такой еще один, и затем их надо оба соединить между собой. Я это делаю очень просто, соединительными столбиками, вот так с изнанки, не обрывая нить с последнего мотива. Я сейчас их свяжу между собой, и получится цельный такой мотив для украшения. Вы можете их не связывать крючком, это уже по желанию. Можно обрезать нить, а потом просто взять иголочкой и аккуратненько нитью их сшить. Это уже на ваше усмотрение. Но мне так удобно, я свяжу сразу крючком. Когда оба мотивчика вот эти связаны, обе половины, нить обрезаем и прячем ее в вязание. Ну а теперь их нужно украсить. И вот этой беру я нитью, которая у меня для обвязки, это Катя KSB Non-Stop Creative. Ею сейчас обвяжу. Обвязываю просто каждый лепесточек на этом мотиве столбиком без накида.
Вот таким образом обвязываем каждый лепесток. Ну и я подумала, что уместно будет еще и обвязать по окружности саму туфельку. Это будет симпатично. Поэтому обвязываю такой же нитью, начинаю вот с центра здесь переда, потому что оно будет под мотивом конец ряда и будет не видно. Вот, и обвязываю полустолбиками, но накид делаю снизу, подхватываю снизу, чтобы красиво смотрелся этот полустолбик. Вот таким образом. Вот так снизу завожу крючок и забираю, и потом вяжу полустолбик. Снизу под нить крючок, забираю ее и полустолбик. Продолжаем по всей окружности. Единственный нюанс, сейчас я вам покажу, довяжу до угловой части, и вот с обоих сторон туфельки в угловой части нам необходимо будет пропустить угловую петлю. Вот такой способ обвязки, он очень хорошо будет держать верх нашего изделия, потому что нить вот эта абсолютно не тянется. Плюс такой полустолбик, он уплотняет этот край и не дает ему растягиваться, будет хорошо сидеть. Либо можно любой другой нитью, если вы обвязываете, которая тянется, тогда просто можете ввязать сюда тоненькую резиночку. Вот здесь провязываю последнюю петлю переда, затем угловую петлю пропускаю и вяжу следующую петлю с боковой части. Получается такой плавный переход. Вяжем вот до следующего угла, и в следующем углу на этой стороне точно так пропускаем угловую петлю. Заканчиваем ряд вот здесь в центре соединительным столбиком и обрезаем нить, потом прячем ее в вязание. Вот обвязку закончили, теперь пришить надо будет мотив. На ножке должна сидеть плотно за счет нити, она у нас вверх не растягивает, плюс у нас еще вот такой наклон пяточки, все будет хорошо. Мотив я пришиваю просто, беру иголку и нитку и пришью плотненько его. Начну вот с боковой части и до следующей боковой части. И так, чтобы он возвышался над передней частью, выступал за нее.
С этим делом, я думаю, каждый справится самостоятельно. Где его разместить, вы себе сами подумаете. Ну вот я вот прямо вот отсюда начну, разложу его и пришью вот так по периметру, чтобы он чуть-чуть наверх шел. Будет, я думаю, очень даже красиво. Все, наша туфелька готова. Мне результат очень нравится. На ножке тоже он смотрится идеально. Можно носить его летом, под юбочку, под платьице. Будет очень симпатично. Друзья, если вам это видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал. Если есть вопросы, пишите в комментариях, я отвечу. Оставьте пару слов в комментариях и не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Это поможет развитию моего канала. Желаю вам ровных петелек и до новых встреч!